что, друзья, пробыли мы 2 дня в Сиенфуэгосе, посетили пляж Ранчо Луна, познакомились с окрестностями, побыли в соборах, побыли в знаменитых имениях магната сахарного тростника красиво, там выпили вкусно по коктейльчику мохито. Ну и, конечно же, пусть даже немножко внесло какую-то коррекцию, отсутствие света, периодическое отключение, но благодаря хозяйке мы отдохнули вот в этом красивом доме. Все было шикарно, все очень было классно. Thank you very much. Gracias. Спасибо. На 2-м этаже в кассе вот мы здесь жили. Все, едем дальше. Тринидад. Соки 1100. Гавана Клаб Спесо 3200, 2800. Вина испанские 3000, 6,5. Балантайс 8000. Окраины Сиенфуэгоса. Аккуратная такая ямка глубокая. Такой трущобный райончик. Позавтракали, попрощались с хозяйкой и решили перед поездкой в Тринидад заехать. Вот это центральное кладбище Сиенфуэгоса. Ну и посмотрим, как у них выглядит это все. ¿Cuánto? 50. Какой здесь? За всех 1000. Смотрите, можно выспать, за немножко поочаровали, никогда это не было плохо. Ну, так и не надо ничего платить, посмотрели, да и все. Короче, вот такое вот кладбище, в принципе. Ну, что я тут не видел? Статуи и все остальное. Ну, что тут? Люди тусят, работы нету, каждый зарабатывает на чем-то на своем. По дороге в Тринидад заехали в такую, остановились в бухту, чисто покупаться. Смотрите, какой мост проехали, и здесь такой галька красивая. Песчаника нету особо, и вот такая вот небольшая красивая бухта. Я думаю, вход такой пологий, классный. Ну что, идем купаться. Смотрите, какой приятный камешек. Вообще все четенько. Идеально прозрачная водичка. Я вижу. Ну как водичка?
Шикарный, да? О. До Тринидада нам осталось где-то 15 километров. Сейчас отдохнем здесь и уже почти на месте. Вода чистейшая, прозрачная. Смотри, какая прозрачность, да? Так себе. Чистенько так. Галустан, иди к нам. Карибское море это что-то. Вот естественные места. Походу сегодня за рулем дальше поеду я. Андрей поплыл как дельфин в свободное плавание. А? А вот так завидуют туристы, которые просто ездят на автобусах. Тому, как мы здесь проводим время и купаемся. Класс, вода вообще, посмотрите, какой кайф. Классная бухта такая на пути попалась. Вообще такая комфортная покупаться, посидеть, отдохнуть. Ну и как бы в предыдущих видео по другим странам, по Филиппинам, по Таиланду, все знают мою страсть посмотреть жизнь внутри, заброшки. Вот есть такая колючая проволока, заброшенный дом. В принципе, ну чем хорош, шел, видел, что вода льется, откуда-то сюда приходит вода. Посмотрел, что пресная вода, и просто помыться даже вот после пляжа вообще класс. Сейчас ребятам подскажу, то же самое сделают. Ну и как везде, здесь просто была жизнь. Какой-то домик такой вот стоит в этой бухте. В свое время, наверное, когда был туризм, возможно, здесь что-то могло быть. Какие-то услуги предоставляться. Потом же приготовлению рыбы на гриле. Смотрите, прикольно, вот черепица уложена. Крыша сделана из черепицы. Фабрика де Тринидад. Теджес. Бланко М. Тринидад.
Ну и здесь вот такой вот класс. Пресная вода. Вот она вытекает лишняя. Такой целый куб воды. Вода чистая, поэтому нормально было ополоснуться. Возможно, где-то с гор здесь идет. Ну, мне интересно посмотреть. Вот заброшена, да, она такая. Здесь вот готовили гриль. Возможно, даже кто-то и сейчас сюда приходит, готовит. Штыри. Такой дом с черепицей из красного вот такого вот кирпича. Вот это вот антенна с крыши. Здесь вот присоединена была. Возможно, кто-то как самоделка, тазик. Кто-то в свое время смотрит телевизор, смотрел. Ну и такая вот интересная красота. Старинная люстра, скорее всего. Да, такая вот ржавая старинная люстра. Ну, такой кусочек земли. На земле у них вот крабы ноют, крабы земляные делают дыры и проживают здесь. Вот было большое дерево, шикарное такое. Смотрите, какая корневая система мощная представляется, да, в объеме. Ну, войти мне, наверное, не получится, вот даже дерево. Все равно со временем природа берет свое. Все на замках, ничего ломать не будем. Тут как бы закрыто. Здесь вот походу, возможно, даже какая-то скважина. Подведена вода. И отсюда, возможно, идет вот вода со скважины. Ну да, что-то такое похожее. Хотя не знаю. Обрушенная старая мебель. Отсутствие туризма приводит к дальнейшему ухудшению обстановки на Кубе. И даже если здесь кто-то раньше мог проживать, то сейчас уже никто не проживает. Вот так вот вода пресная откуда-то вытекает. Сейчас попробую сделаю кадр с внутренней обстановки. Смотрите, кованая мебель. Здесь хорошая еще мебель стоит. Такой вот, конечно, внутри тут. Вот в такой прекрасной бухточке мы сегодня провели немного времени. Насладились этой красотой. Чистейшим морем, как видно даже отсюда. И такая вот горная местность открывается здесь. Такая бухта и вот такие вот горы, высоты.
Друзья, приехали в Тринидад, но, к сожалению, такая же проблема здесь со светом, как и в Синфуэгасе. На 3 часа вечером с 7 до 10 дадут свет, но, конечно, кассы классные смотрятся, вот такие вот террасы наверх можно посидеть. Сейчас посмотрим, что у нас тут открывается, какие виды. Ну, здесь крыша, в принципе, и вот такой вид на горы Тринидада. Везде стоят бойлеры, вода. Это основное, наверное, потребление. Ребята тоже что-то делают, какие-то солнечные батареи, наверное. Но такой вот он. Такая вот классная Куба. Ничего страшного. В принципе, для меня проблем никаких нету. Мне хватает батареи для того, чтобы снимать видеосъемку. Но уже отсутствие интернета по приезду будет что рассказать больше и что показать. Поэтому будем просто записывать всю эту красоту. Немножко позже покажу вам сами комнаты, возможно, даже вечером. Каждому по комнате. У Евгения окна выходят сюда вот. Конечно же, если был бы свет, были бы кондиционеры и все остальное. Хозяйку я правильно понимаю, зовут Оридан, да? Оридан? Оридан? Name? Odalis. No, este es ahorita. Овалис. Odalis. Одалис. Mi nombre. Одалис. Odalis. Одалис. Odalis y Rigo. Одалис Энриго. Окей, окей, окей. Одалис. I write for me. Odalis, Sekio. Окей. Окей. Ну да, тут вот такая крыша, дворик. Ну, люди сдают кассу и на этом зарабатывают какие-никакие денежки. Todo salud foro. Todo. Oh, todos. Sí, todas. Oh my God. Passo saúde. Salud. Наша салют. Тринидад. Oh. Rio Cuba. Mi corazón, Trinidad. Oh. Hostal Sagrado Corazón. Приехали в Тринидад, сейчас посмотрим, что здесь есть. Такая вот классная аллейка. Прогуляться, молодежь отдыхает. И мы посмотрим, что здесь есть. Но это не центр Тринидада, это его окраина какая-то, верхушка. Такое скромненько, на самом деле. Все равно классно. Иберостар, гостиница.